Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас 17 июня, пятница. Пожалуйста, в этот день не принимайте решения именно в спешке. Также сегодня проведите обязательно практику с солью. Обратите внимание на карту дня, на какие советы и рекомендации она дает. Друзья, все в этом видео далее более подробно. Вы знаете, сегодняшний день обещает приятное общение и дает возможность восстановить какие-то давние связи и напомнить о себе давним знакомым. Эмоциональный фон в это время становится более напряженным, и вам едва ли удастся избежать переживаний и волнений. Сегодня не исключены удачные совпадения и неожиданные приятные подарки и сюрпризы. В начале дня важно держать свои эмоции под контролем, особенно если вашего внимания требуют какие-то серьезные дела. Творческий подход сегодня будет очень кстати. Сегодня нежелательно принимать решения о каких-то покупках, потому что легко можно ошибиться и потратить деньги напрасно. Начало дня будет не самым простым, особенно для тех, кто запланировал на это время какие-то встречи. Поладить с окружающими оказывается гораздо труднее, чем обычно. Иногда пустяковые разногласия приводят к определенным конфликтам. Достаточно пустяка, чтобы вы утратили равновесие и начали нервничать, и вам очень будет трудно не раздражаться из-за мелочей. Другие люди не всегда понимают вас правильно, и необходимость постоянных объяснений очень вас раздражает. Сегодня лучше не давать волю эмоциям, особенно если вы обсуждаете какие-то серьезные вопросы и принимаете решения, от которых многое будет зависеть. Если вы перестанете слишком нервничать, то ситуация изменится в лучшую сторону. Не стоит огорчаться по этому поводу. Вскоре ситуация изменится в лучшую сторону. Но далеко не всегда удается сегодня будет многим сохранять спокойствие, хотя каждый из нас будет стараться это сделать. Дело в том, что сегодня будет идти все не так, как вы и ожидали изначально, и вам приходится менять планы и приспосабливаться к ситуации, и это дается порой вам очень трудно. Чужим делам вам приходится посвятить едва ли не больше времени, чем своим собственным. К вам постоянно многие обращаются за помощью и советами, иногда пытаются навязать свою помощь, и то и другое вас начинает раздражать. Вы стараетесь проявить свою деликатность и никому не навязываете свою точку зрения. Но это очень нравится окружающим, и они это очень ценят. Вы раньше других узнаете что-то важное, и благодаря этому не сделаете и не скажете того, о чем позже пришлось бы вам пожалеть. Влияние негативных тенденций не продлится долго, и вскоре ситуация изменится к лучшему. Вы станете смотреть в будущее с большим оптимизмом. Чем ближе вечер, тем проще оказывается справиться с делами и реализовать задуманное раньше, а также найти правильные ответы на важные вопросы. Вторая половина дня будет проходить значительно лучше и легче. Будет возможность заняться чем-то интересным. Некоторые неожиданно найдут применение своим талантам, знаниям и умениям. А некоторые из вас вдруг обнаружат, что обладают такими талантами, о которых прежде даже не догадывались. Появятся новые интересные идеи, которые вы вскоре с энтузиазмом воплотите в жизнь. И от проделанной работы у вас заметно улучшится настроение. Многое сейчас дается легче, чем до обеда. Вы часто добиваетесь высоких результатов, почти не прикладывая для этого никаких усилий. Ко многим делам вы подходите творчески, и поэтому они вам не кажутся утомительными и скучными. Ваша интуиция сегодня очень остра, и на ее подсказки можно полагаться во всем. Вы сможете воспользоваться удачными совпадениями, чтобы решить какие-то важные вопросы и реализовать старые идеи, закончить то, чему вы отдавали много сил. Многие из окружающих захотят помочь вам. Не исключено, что вашими планами заинтересуются очень влиятельные люди. Дел у вас окажется больше, чем вы ожидали, и придется в какой-то степени поторопиться, чтобы все успеть.
В решении финансовых вопросов вам сегодня очень помогает ваша интуиция. Стоит быть немного поосторожнее там, где дело касается денег. Постарайтесь распланировать свой бюджет, отложите деньги на какую-то крупную покупку, а может вам удастся сделать ее сегодня, и удачные обстоятельства будут способствовать этому. Тем не менее, вы будете склонны к порядку, к дисциплине и в правильном распределении своих финансов. Но сегодня и не исключены приятные сюрпризы и подарки, удачные покупки и денежные поступления. Сегодня стоит быть немного разборчивее в общении. Нежелательно проводить время с теми, кто часто критикует вас и делает неприятные замечания. Таким людям легко выбить вас из колеи. Вечер обещает быть интересным, наверняка принесет вам немало приятных сюрпризов. Его лучше посвятить отдыху, ведь у вас есть возможность отложить все свои дела и отдохнуть и набраться сил. Вечером можно принимать гостей, встречаться с людьми, которые вам нравятся. Бытовые дела не будут казаться вам утомительными, а с решением домашних проблем вы справитесь на отлично. Возможно, неожиданные визиты, и вы будете очень рады своим гостям. Не исключено, что сегодня могут напомнить о себе люди, с которыми вы давно не виделись, и общение с ними будет очень приятным. Говорить можно обо всем, но вот обсуждать важные вопросы, особенно личного характера, сейчас точно нежелательно. Вы рискуете наговорить лишнего, и, возможно, вечером вас ожидает встреча с единомышленниками, и вы сможете обсудить вместе планы на будущее. Вы получите даже несколько толковых советов. Не исключены хорошие новости или приятные известия издалека. Хорошо сейчас складываются поездки, в том числе и незапланированные. Она пройдет замечательно, и чем дальше вы уедете, тем больше впечатлений вы сможете получить. Однако стоит остерегаться и быть очень внимательным за рулем. А вот сегодняшний вечер, 17 июня, и его обстановка будут способствовать повышению интереса к романтическим отношениям, а также за общую удачу в сфере личной жизни. Теперь давайте посмотрим карту дня на 17 июня. Что же нас ожидает? Итак, друзья, выпала карта Таро Туз монет. Итак, сегодняшний день, 17 июня, это шанс заложить основу своего благополучного будущего. Причем благополучного именно в материальном плане. Выгодное предложение к вам может прийти сегодня с любой стороны. Даже обычный поход в магазин или, например, чтение каких-то журналов, газет может оказаться перспективным в этом смысле. От вас зависит лишь не упустить благоприятный шанс. Если вы станете, что называется, держать ухо востро и будьте внимательны к окружающим вас людям, к разговорам и вообще к любой информации в этот день, 17 июня, которая будет поступать к вам из внешнего мира, то знаете, удача не пройдет мимо вас. По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидают 18-е лунные сутки. Убывающая луна сегодня у нас в Водолее. Обращаем ваше внимание, что проблемы сегодня могут возникать на ровном месте, потому что вы не контролируете те слова, которые вы говорите в адрес других людей. Поэтому старайтесь придерживаться сегодня правил и порядков по отношению к другим людям, иначе рискуете потерять и авторитет, и друзей. В этот день очень хорошо избавляться от вредных привычек и старых вещей. Если вы решили это делать, делайте. Таким образом вы сможете получить великую помощь от Вселенной. И вы знаете, считается, что именно в эту ночь расцветает мистическая сон-трава, которая переливается голубыми, желтыми и бирюзовыми цветами. Ночи уже становятся очень короткими, а людям снятся вещи сны, которые будут указывать на путь к счастью. По православному календарю сегодня, 17 июня, православные чтят святителя Митрофана, Константинопольского патриарха. Также 17 сегодня июня празднуют зеленые святки. Обращаем ваше внимание, что по народным приметам сегодня запрещено ругаться, сквернословить и лениться.
Обращаем ваше внимание, сегодня именно проведите простую практику, и благодаря этой практике вы сможете избавиться и от неприятностей, и от каких-то проблем, от каких-то нюансов и любого негатива. И в этом вам поможет наша любимая с вами соль. Именно соль избавит ваш дом от любого негатива и привлечет только положительную и созидательную энергетику. Итак, друзья, для проведения этой простой практики, в то же время чудодействия, вам понадобится стакан с водой и 3 столовые ложечки соли. Итак, берем стакан с водой и добавляем в него 3 ложки соли. После этого говорим следующие магические слова. Как соль в воде растворяется, так все мои беды растворятся. Как водица выливается, так и удача в жизнь мою вливается. После этого вам нужно вылить эту воду из окна или, как вариант, под порог своего дома. И таким образом вы увидите, что вы сможете очистить ваш дом от любого негатива. Вот, друзья, такой у нас сегодня с вами день, 17 июня, пятница. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, прямо сейчас на экране видите 2 прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, услышимся уже с вами в следующем видео.